Всем привет! С вами Наташа и канал «Замуж в Индии». Я спешу вам показать первый раз за всю историю моего проживания в Индии. Я вижу, что здесь продается вот этот вот фрукт – хурма. Артур, ты хоть когда-нибудь раньше видел? Нет. Не видел? Кайса кило? Кайса кило? 400 रुपये 400 рупий килограмм. Я не знаю, дорого или нормально, напишите в комментариях. Нам сегодня просто везет. Еще, смотрите, наткнулись на сливы, причем такие хорошие сливы, сочные. Килограмм стоит 150 рупий. Она говорит, накупайте за 100. За 100 рупий нам скидка делает. She take extra money always. ज़्यादा लेते ना आप लोगों से? नहीं नहीं फिर Мне кажется, что Парам заигрывает с этой девушкой. Ну, ты видишь, как он улыбается. Ладно. Реклама. О. А яблочки какие? How much? Сколько стоит? 150. 150 рупий килограмм яблок. Парам спрашивает, а что это, а как оно? А, говорит, через 2 дня можно есть. देने का उधर देने का. Одну хурму мы покупаем, потому что неизвестно, вкусная она будет, понравится или нет. Много других фруктов купили. Виноград, вон еще яблоки и 250 हो сливы. 150 और 100 Кто не понял, мы сейчас находимся в городе, в Нерале. Здесь жара невыносимая. Нам нужно дальше ехать. Сейчас мы фрукты оставим у Правина в кафе. Холодильник положим. Ну, там у него есть холодильники специально, где хранятся овощи. Приготовила для Парама фруктовую нарезочку. И самое главное, это сейчас Парам будет пробовать впервые в жизни хурму. Так, ну что? What do you feel? Что ты чувствуешь? Вкусно. Like what? На что похоже? Да, очень вкусно. This what is this? Kiwi. Говорит, по вкусу похоже на киви. А я еще сама не пробовала. Хурма ж тоже бывает разная на вкус. Бывает очень теплая, бывает сладкая. Говорит, нет, не очень кислая. Ну, в общем, so you like, да? This is like similar mango. Говорит, и на манго ему похоже, говорит. Mango, papaya like this. Манго, папайя. С такие вот у Парама ассоциации. You eat, come on. Парам уже приготовился снимать на видео мою реакцию на этот фрукт. Он думал, что я никогда раньше не пробовала. А я, Парам, раньше все зимы напролет ела только хурму, мандарины и что еще? Ну и яблоки. Hi. क्या होता है? Парам, расскажи нашим зрителям, куда мы едем. Today we go wholesale market, Ulhasnagar, and Arthur want pataka. Maybe we check cycle for Arthur. Okay, she wants show how you take. Okay, ले ले. Сейчас, 1 minute. Минуточку, подождите, я сейчас вас представлю. Значит, друзья, сегодня у нас очень веселая поездка в поезде. Много, сейчас, секундочку. Много продавцов я поснимала, очень много людей, которые просто просят деньги. И вот девчонку я сняла на видео, она подошла к нам, попросила деньги, потом отвлеклась на меня, увидела, что я в коротких шортах. И она, как бы, наверное, поняла сразу, что я иностранка, и стала показывать. То есть не говорить, а именно показывать на свои штаны. Вот посмотри, я в штанах, там еще кого-то показала, вон в штанах, мужчины там все. А ты, говорит, почему без штанов? Вот, ну и вот так вот мы долго с ней общались. И вот эта вот женщина заметила этот наш диалог. И потом подошла после того, как я дала уже деньги девчонке, распрощалась с ней, она говорит, и меня тоже сними, меня тоже сними.
здесь освободилось место, она специально села. Так я уже второй раз снимаю. Первый раз я сняла, показала ей не понравилось. Говорит, ну как плохо, меня не четко видно. Ну, получается, я сама снимала. Сейчас я Параму передала камеру, но как бы должно быть clear, Парам, now clear видеокамин. Парам, clear видеокамин, чистый, хорошо. А то она заставит еще раз переснимать. Ну реально она сказала, переснимай мне. Говорит, где я не вижу. Ну, как бы получается, что она на это, если бы я оттуда снимала, то ее хорошо видно. Ну и сейчас Парам снимает, наверное, нормально. Да. То Апканам, давайте познакомимся. Апканам. सुवर्णा हरदास खंदारे मराठी Okay, nice to meet you. Where? बच्चे का नाम बताओ ना You want परिये नरेश मोरे your children's name, you must put here. आप मराठी Так, I have only one, एक बच्चा, говорит. These children's name you must put here in video. भाई साहब मेरा नाम सुवर्णा Я не поняла. Я подумала, что она говорит, своего ребенка назови моим именем. Нет, говорит, ты просто расскажи, как моих детей зовут. She have grandchildren. Говорит, у нее уже. Yeah, Pari. You must put. Говорит, у меня внук, которого зовут Пари. Вот еще хочу обратить внимание, тут уже весь народ पिक्चर के पहले उठा के लेके тоже благодаря нашей компании не скучает. 5 years. Ага, 5 лет. 62 के बच्चे Окей, хорошо. One friend Bollywood for this daughter. Говорит, у нее очень красивая внучка, которую она хочет в Болливуд отправить. Чем интересная женщина. बार बार दवा खाना थैंक यू वेरी मच Welcome. Ой, Ой, so cute. क्या नाम So है? cute. Pari. Name Pari Natasha. Итак, друзья, мы вышли на станцию Улас-Нагар, пересели в рикшу и сейчас едем на рынок, на знаменитый рынок, который Парам очень хочет, чтобы я показала вам, мои дорогие зрители. Вот, ну и я не снимала на видео, получилось, что эта женщина тоже вышла на этой же станции, но наши пути разошлись, но на прощание она меня так крепко обняла. Боже мой, это настолько было трогательно. И да, хочу сразу сказать, что она не городская сумасшедшая, вполне нормальная, адекватная женщина. Парам с ней пообщался, пока мы ехали. Вот, ну просто чересчур эмоциональная и открытая. Таких в Индии, в принципе, много людей. Надо быть к этому готовыми. Я вот сейчас на секундочку представила на своем месте кого-то из своих старых знакомых или своих родственников. Уверена, что не каждый был бы готов к вот такой вот тактильной близости с абсолютно незнакомыми людьми. Сначала эта девочка меня везде потрогала за руки, за ноги, а потом женщина заключила меня в своих пылких объятиях аж 3 раза. Ну, не каждому такое понравится, не везде, не в каждой стране так принято, да, в каждых странах свои нормы. Что касается Индии, здесь это нормально, да, здесь принято трогать, особенно детей маленьких трогают за щечки, вот так вот трепят. Мой муж меня постоянно трогает. Ну и, как вы поняли, и абсолютно незнакомые люди тоже не упускают, как говорится, такую возможность. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вот интересно, как вы к этому отнесетесь, что это для вас, нарушение личных границ, или вы бы получили бы какую-то приятную теплоту, прилив энергии от вот таких вот объятий с абсолютно, ну или просто контакта тактильного с незнакомыми людьми. Как вы к этому относитесь? Я не очень хотела сегодня ехать в город, но Парам меня уговорил. Говорит, ты ни разу не была на этом рынке, обязательно ты должна снять, показать на видео. Вот, а я говорю, нет, Парам, мы никуда не поедем, потому что у Артура занятия, и он пошел сам. Пошел пешком на парковку. Обычно, если мы всей семьей, то мы на рикше едем, а так он пешком пошел. И на полпути звонит, мол, Наташа написала сообщение мисс Арчина, которая ведет дополнительное, что сегодня занятий у него не будет. И говорит, так что давай прыгай вместе с Артуром на рикшу и поехали с нами, поехали со мной. Ну и я уже не смогла отказать. Надеюсь, что не пожалею. Вот Парам покупает. Это для отеля. Да, это часто приходит в негодность. Говорит, здесь очень хорошее качество и цена.
Хорошая. О, Dodana. you know, you speak in Russian language? Russian, ये इसको Russian हाँ Russian कम ना Russian Good. Russian Вот этот мужчина говорит, что учился в Вич-Сити. В каком? русском языке. Ну, в каком городе? Архангельск, Москва, и Кира, Ульяновск, я все города я уже посмотрел. Я очень нравится там. Как вы живете здесь? Как вы Она говорит, как вы здесь живете? Нормально, живу уже почти 10 лет. Живем с мужем. Видите, как интересно получилось. Обычно я хожу по Индии, снимаю видео абсолютно расслабленное, с ощущением, что меня никто не понимает, что и я говорю, да, ай. А вы тоже понимаете, что я говорю? Нет, похоже, что не понимают. Вот, ну, нужно всегда контролировать. Ну, я, в принципе, и так ничего плохого никогда не говорю, так что все окей. Так, это что тут у нас? Пульт для кондиционера. Параму нужно несколько для номеров и плюс еще для телевизоров тоже нужно. Сейчас мы зашли в мебельный магазин. Парам всегда здесь покупает пластиковые столы, пластиковые стулья для отеля. Для клиентов у нас, в принципе, в Матаране абсолютно во всех отелях используется пластиковая мебель. И вот, смотрите, на втором этаже здесь тоже продается мебель деревянная. Я присмотрела. Смотрите, здесь намного лучше качество. Вот неплохой какой вариант. Стол письменный со стулом. Все нормально. Здесь открывается, закрывается. Все ровненько. Я даже не знаю, мы сейчас с Парамом. Артур, вон, смотрите, уже себе присмотрел вот такой вот стул. Классный, да? И вот еще есть стол побольше, тоже здесь нормальное качество. Ну, я не могу сказать, что отличное, но по сравнению с тем, что мы видели в Нерале, хочется сказать, что отличное. Все, будем думать. Выключаюсь, будем думать. А? Ты хочешь, Артур? Что ты хочешь, сынок? Ты хочешь дождаться, когда... У нас уже, кстати, вот-вот начнется стройка. Сегодня приходили, я не сняла на видео, приходили работники, ну, как бы посмотреть объем работы, 4 мужчины. И уже вот-вот начнут. Я просто в растерянности. Я не знаю, что делать. Парам тоже, смотрите. Он что-то своими делами занимается. Comfortable? Yeah. Выбираем сейчас Артуру велосипед. Решили сразу здесь и купить, в этом городе Уласнагар. Артуру на день рождения, хоть еще до дня рождения есть время, но, знаете, раз мы уже будем оплачивать сегодня доставку, мы все-таки купили, друзья, этот стол письменный и стул для Артура, и плюс еще для отеля, там стулья пластиковые, и стол, много-много чего, и поэтому... И велосипед решили заодно. Мы сегодня домой не на поезде поедем, а на траке. Но я вам позже все покажу. Артур хотел себе велосипед с переключателями скоростей, но это, мне кажется, непрактично. Вот я сейчас его пытаюсь переубедить, потому что у нас в Матаране такие дороги, что он будет постоянно падать, а ремонтировать никто не сможет. Если раз упадет, там все эти механизмы погнутся, и все тогда, Артур. Так что давай попроще купим, чтобы, ну и полегче. Мне кажется, лучше вот легкий велосипед. Как у тебя, как у твой велосипед, только новый. У него хороший велосипед, просто уже старый, надо обновить. Что? No, what Arthur like? But this must be not very heavy. Which one? This one, no? Ну, Артур вот с переключателями скоростей хочет. Ну, Артур, ну это выброшенные деньги. Так, по поводу мебели, да, здесь все стоит дороже, чем в Нерале. Тот стол, который мы выбрали, стоит почти в 2 раза дороже. Но, ребята, лучше уже переплатить и радоваться. Я уверена, что он будет нас радовать. Хорошее качество.
Ну, котик, ну я ж тебя обидела. Ну, я с Олегом я поговорила, с дядей с твоим. Он тоже говорит, что у его сына такой велосипед с переключателями. Но он, знаешь, как ездит? Очень бережно. Но ты же не такой. Я что тебя знаю. Постоянно мне кто-то сзади наступает на пятки. Посмотрите, сколько много народу здесь, на этом рынке. Пользуется популярностью. Что тут только не продается, друзья. Это мы сейчас вышли, более такая, знаете, спокойная улица. Здесь, по крайней мере, транспорт не едет. А до этого ходили, я там, не могла. Это сейчас мне просто люди на пятки наступают. А там казалось, что меня переедут. Поэтому было не до съемок. Байки, машины. Так, ну давайте чуть-чуть тут уже я расслаблюсь, успокоюсь. Думает, что я ему что-то говорю. Нет, не тебе, друг. Вот, давайте посмотрим, что здесь продается. Все по хорошим ценам. Люди такие улыбчивые, приятные. Как, я не знаю, как они вот в таком расслабленном состоянии. Я уже, знаете, даже на Артура наорала. Артур мне, Артур тоже все-таки он наполовину индиец, и он, как-то нормально относится, себя чувствует комфортно в такой обстановке. И, знаете, идем такие, я честно говорю, я думаю, боже мой, хоть бы живыми оттуда вырваться, с той улицы, где я говорила, где вот столько же народу, но плюс еще и байки. А Артур мне рассказывает какой-то: мама, а ты помнишь, мы смотрели фильм, так вот медленно, знаете, рассказ, как будто бы мы на лавочке с ним сидим. А я не могу, я через слово слышу. В общем, на нервы, что я не выдержала и наорала даже на него. Хотя я стараюсь этого не делать. Да, мои дорогие зрители, вот такая вот я мать нерадивая, наорала на своего собственного ребенка ни за что, каюсь. В какой-то момент я забыла, что мой сын наполовину индиец, и что большую часть своей жизни он прожил здесь, в этой стране. Все участники этой процессии чувствуют себя расслабленно, могут поговорить обо всем, обсудить, вот как Артур попытался со мной фильм, пофлиртовать, пошутить, похохотать. То есть они находятся, получается, в зоне комфорта. Что же касается меня, я в каком-то состоянии, мягко говоря, стресса, и, в общем, включен режим выживания. Я каждую секунду переживаю, думаю, что меня сейчас переедут или моего ребенка сейчас кто-то толкнет. При этом нужно еще, мы приехали за покупками, нужно как-то участвовать, там быть ответственной, чтобы не купить что-то не то. При всем при этом нужно еще снимать видео. Это интересно рассказывать обо всем том, что происходит прямо сейчас. Поэтому вот иногда я срываюсь, я иногда даже плачу. Что касается Артура, кстати, он никогда не капризничал. Я не знаю, сколько нужно мне прожить в Индии, чтобы к этому относиться спокойно. Что там, да, вот показывает, да, вот так вот повыше поднимут. У нас обычно, да, на какие-то праздники, на демонстрации столько людей по городу ходит. Да, говорит, welcome to India. 10 years before, 10 лет назад я уже welcome, добро пожаловала. Вот говорит Парам, сколько, 5 километров этот рынок. Говорит, вот сними вот этого паренька. Cool. Вау. Это для вас, девчонки. Воздушный поцелуй. Где мои? Где Парам? Фу, боже мой, он зашел в магазинчик. Парам хочет украсить отель к Дивали. Ну, I like this. По-моему, вот это вот красивее, с зелеными листочками. Кстати, улица относительно чистенькая. Вот я сейчас представила, как у нас на празднике было в Харькове, когда по Сумскую прохаживалось примерно столько же народу. Потом, когда уже народ расходился, там столько было мусора. Ничего, Кварам говорит, что what you want. Я просто не поняла. Этот мужчина появился у меня в кадре. О, не хочешь сниматься? Why you don't want show? Very beautiful face. Это Хиджа. Я думала, как мне сказать, beautiful или handsome? They make specially they change. Вот опять прикрывается. Я говорю, как про мужчин, про парней говорят handsome, а про женщин beautiful, как красивая. И вот я думаю, как правильно сказать по поводу хиджи. Но здесь, во всяком случае, если даже ошибешься, не арестуют, да, как
в других странах. Здесь более лояльно к этому относятся. Yeah. What's your name? Soham. Okay. Bye. I wish you good business. Я желаю тебе хорошей торговли. Что? Сейчас Артур переведет. Что он сказал? А? Он попал на кадр или нет? Он спросил, я попал или нет. Да, yes. Конечно, все хорошо. Все, окей, bye. У меня такое ощущение, что сюда редко заезжают иностранцы. Скорее всего, поэтому такое повышенное внимание ко мне. 8 o'clock now you coming here 8 o'clock no. Oh yeah, oh very big crowd coming. Now not much, да? Now not much. Ну конечно. Парам говорит, сейчас природа, свободная улица. Говорит, если ты сюда приедешь в 8 часов вечера, говорит, тут столько народу. Но мне кажется, что уже куда уж больше. Ты что, за мной следишь? Да, теперь уже, посмотрите, компашка. О, good. See, Парам. This all with us. Это все с нами. Если Кикар придет, А? они будут защищать. Да, наша охрана. А в этом магазине продаются сладости. Посмотрите, как красиво все оформлено. Какие нарядные коробочки. Это все сейчас будут активно покупать на подарки в честь праздника Дивали. И Парам тоже сейчас выберет для Ракешбая, для владельца Парабхауса. Давайте я вам немножечко покажу, что тут имеется. Это для декорации. И вот здесь конфеты. Смотришь, выбираешь. Все выглядит красиво и аппетитно, и действительно вкусно. Парам выбирает коробочку. И потом уже будет выбирать конфеты, которые в эту коробочку мы положим. इसको टेस्ट करनी आइसक्रीम काजू कतली आइसक्रीम काजू कतरी कौन सी आइसक्रीम काजू कतली वेरी गुड Парам говорит, он бы не смог без меня выбрать нормальное постельное. Я сейчас кричу, потому что здесь работают вентиляторы. Вы видите, как много на потолке. Очень шумно. Я вам показала. Очень хороший вариант. Ткань. Хорошая натуральная ткань. Получается, что простынь просто однотонная. А наволочки вот с таким вот узором, как с вышивкой. Очень дорого смотрится. И цвета тоже красивые. Ну, а так вот я вам сейчас покажу огромный выбор. Вот девчонки тоже пришли выбирать. Ну, они, скорее всего, для себя. Конечно, да, для себя можно и в другом стиле выбрать, там, с какими-то бабочками, цветочками. Но для отеля я считаю, что вот этот вариант самое то. Итак, друзья, посмотрите, какая огромная очередь. Длинная очередь. Догадайтесь, здесь что-то раздают бесплатно или почему? Что эти люди хотят здесь приобрести? Вон даже женщина стоит с палкой, даже 2 женщины, 3, для того, чтобы никто не нарушал порядок, чтобы все стояли в очереди и не толкались. Значит, друзья, здесь продаются фейерверки, петарды и фейерверки. Стратегический товар на Дивали. Огромная очередь. Патака. Вот, и посмотрите, уже вечереет. Улицу украсили огни. Как красиво. Как празднично. А я уже схожу с ума. Я просто схожу с ума от этих пи-пи-пи-пи у меня в голове.
Вот сейчас пытаюсь перебежать дорогу. О, получилось. Так уж получилось, что обратно мы возвращаемся, как обычно, на электричке. А наши покупочки гораздо позже поехали на грузовичке, но без нас. Вот. И я специально для вас снимаю обстановку в битком набитом вагоне. Обратите внимание, какое царит спокойствие. Люди улыбаются, люди шутят, общаются между собой. Кстати, Артуру местечко нашли. Там это в основном все мужчины, которые возвращаются домой после тяжелого трудового дня, где им целый день проедали мозг, но они вот умеют сохранять спокойствие и равновесие, никаких скандалов. Ну, мне, конечно, доводилось и у себя на родине ездить в общественном транспорте, вот таком вот переполненном, но не до такой степени. Но в тех случаях я слышала маты, скандалы, крики. Я не знаю, как индийцы умудряются жить в такой обстановке. Ну, нужно, наверное, у них поучиться. Но им, наверное, больше ничего не остается делать, как адаптироваться к такой жизни, полюбить друг друга и относиться ко всем по-доброму. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую, обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.